Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, 28 декабря. Сегодня фантастический день, который обещает нам богатство, процветание, изобилие и благополучие. Поэтому обязательно в этот день, 28 декабря, обязательно наберите стакан и скажите определенные магические слова. Благодаря этим словам вы сможете привлечь изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. Давайте вместе с вами, друзья, разбираться, а что же нам сегодняшний день, 28 декабря, четверг, несет. Итак, обращаем ваше внимание, что у нас сегодня 16 и 17 лунные сутки. Именно начало убывающей луны в знаке зодиака Рак. Обращаем ваше внимание, что 27 декабря рано утром у нас с вами было полнолуние. Полнолуние было в знаке зодиака Рак, очень важное полнолуние, и мы об этом говорили в других видео, что оно нам несет, на что вам стоит обратить внимание. А сейчас давайте проговорим, что же нам нужно сделать в этот день, в последний четверг уходящего 2023 года. Вы знаете, сегодняшний день, он достаточно чистый, он такой вот гармоничный, он справедливый. И очень важно, чтобы вы сегодня старались во всем видеть гармонию, чтобы во всем видеть баланс. Но в то же время старайтесь знать во всем меру, поддерживать внутренний комфорт. Даже если вы не знаете, как это делать, просто старайтесь это на интуитивном уровне чувствовать. Также при любых сегодня ситуациях соблюдайте спокойствие, не нарушайте никакими посторонними действиями внутреннего комфорта и мира в душе, потому что символ этого дня – умеренность. При этом эта умеренность должна быть во всем. В ваших отношениях, в ваших эмоциях, в словах, в ваших делах. Иногда это очень сложно. Напомните о том, что только вы можете изменить и осуществить те или иные планы, цели и задачи. Обращаем ваше внимание, что еще на нас очень сильно влияет полнолуние, поэтому не разбрасывайтесь сегодня энергией. Перед тем, как сегодня делать что-либо на протяжении дня, пожалуйста, все планируйте и, конечно же, реализуйте, особенно если это касается Нового года. Мы надеемся, что у вас сейчас уже предпраздничное настроение, а значит, оно поможет вам привлечь вот те мыслимые, немыслимые блага, которые вам нужны в жизни. К сожалению, некоторые люди будут ощущать переизбыток энергии, а значит, вам нужно быть более спокойными и стараться как можно меньше переживать, спорить, что-либо доказывать. Кроме того, если кто-то из вашего окружения сегодня проявляет злобность, агрессивность, зависть, то знаете, что именно у этих людей в ближайшее время ничего не сложится, им будет все очень сложно даваться. Поэтому сегодня проявляйте дипломатичность и полностью исключите какие-либо проявления бесцеремонности во всем. И сегодня ни в коем случае нельзя повышать голос. Даже если вы сильно и хотите с кем-то поругаться, или, возможно, что-то кому-то рассказать, то повышать голос сегодня не стоит. Давайте, друзья, посмотрим, а что же нас ждет касательно бизнеса и денег. Вы знаете, если у вас есть какие-то сегодня серьезные дела, глобальные дела, то в этот день лучше отложить. А если мы говорим о каких-то крупных сделках, то контрактах, то не стоит их заключать. А вот важные деловые решения пусть подождут до завтра. Вообще любые сегодня финансовые вопросы предпочтительно отложить. Почему? Потому что сегодня многие люди на эмоциях, на каких-то впечатлениях и не всегда адекватно будут реагировать на те или иные моменты. Также обращаем ваше внимание, что в бизнесе и на работе этот день может принести вам достаточно большие успехи. Главное чувствовать и понимать, что вам нужно сделать и в какой момент. Но в то же время вам стоит во всем быть гармоничным. У вас должно быть все в балансе.
Если вы чувствуете, что вы где-то напрягаетесь, переживаете, нервничаете, возможно, вам стоит обдумать и переосмыслить те или иные планы. И постарайтесь оставить вашу рабочую энергию в том состоянии, в котором вы были еще буквально день-два назад. Также сегодня очень благоприятен день для людей именно творческого труда. Потому что сегодня к вам могут приходить какие-то хорошие идеи, к вам может приходить вдохновение. Кроме того, если вы работаете с бизнес-планированием, если вы работаете с рекламой, знаете, сегодня в вашей жизни могут произойти достаточно кардинальные изменения. Главное, чтобы вы сами понимали и чувствовали, что да, это ваше и это вам нужно. Также сегодня, особенно в вечернее время, старайтесь общаться со своей семьей, с друзьями, с близкими и с родными людьми. Также сегодняшний день очень хорошо налаживать отношения и мириться с близкими и с родными, потому что это поможет, да, и вы знаете, когда вы находитесь в гармонии, вы находитесь в балансе со своими энергиями, которые находятся в вашем теле, вы тем самым, знаете, вы даже по-другому начинаете жить, вы по-другому начинаете ощущать те или иные события, мир и так далее. Что же касательно здоровья, обращаем ваше внимание, что сегодня день обновления крови, ее заболевания – это признак духовного загрязнения. Поэтому сегодня не рекомендуем употреблять животную пищу, кроме рыбы. Также можете употреблять грибы. Показаны сегодня физические упражнения, которые будут способствовать гармонии и тренировке вашего равновесия. Также сегодня полезны очистительные процедуры и любые оздоровительные мероприятия. Что же касательно стрижки волос в этот день, 28 декабря, то сегодня от стрижки лучше воздержаться, потому что могут возникнуть какие-то несчастья, ошибки, какие-то незапланированные моменты в вашей жизни. Также сегодня негативные привычки и пороки проявляются в полной мере. Тяга к алкоголю может возрастать, а возможность контролировать те или иные вредные привычки, к сожалению, будет уменьшаться. Кроме того, обращаем ваше внимание, что стрижка волос может привлечь измену, в результате которой ваше состояние здоровья значительно ухудшится. Также старайтесь сегодня как можно больше быть на свежем воздухе, гулять и наслаждаться. На что еще рекомендуем обратить внимание, это то, что в этот день очень полезно делать все, что связано с чистотой. А это что, друзья? Это мыть полы, вытирать пыль влажной тряпочкой, да, принимать душ, ванну. И именно благодаря стихии воды, проводя такие простые практики, вы можете изменить свою судьбу, изменить свою жизнь. Обращаем на это ваше внимание. А также сегодняшний день благоприятен для путешествий и даже для продажи животных. Но в то же время сегодня не стоит проявлять агрессивность и доказывать свою правоту. Надо стараться в этот день соблюдать спокойствие, гармонию и старайтесь не нарушать никакими посторонними действиями внутреннего комфорта, мира и в душе. Как бы вам сегодня было бы несложно, и как бы не пытались люди в вашем окружении увести вас от ваших истинных целей, старайтесь слушать и чувствовать свое сердце. Оно вам обязательно подскажет и направит на путь истины. Что же касательно, друзья, общения с начальством, то сегодня рекомендуем обращаться к своему начальству, обсуждать рабочие моменты, планировать, обращаться к какими-то мелкими вопросами. Но если мы говорим о каких-то глобальных вопросах, то сегодня лучше их обсуждать, а не действовать. Это очень важно осознавать и понимать. Что же касательно смены места работы, то в этот день работу лучше не менять, даже если вам очень сильно хочется, потому что вам будут обещать много, а в реальности не сложится так, как вы изначально думали, хотели и планировали. Что же касательно операций с недвижимостью, то любые операции с недвижимостью перенесите уже на более благоприятное время. Также обращаем ваше внимание, что ввиду того, что энергетики еще много и
Старайтесь в этот день отдыхать. Конечно же, многие работают, особенно последние дни перед новогодними праздниками, но хотя бы 15-20 минут нужно отдохнуть за 5 часов, потому что нельзя, чтобы тело перенапрягалось. Надо любить свое тело, помните об этом. Что же касательно выяснения отношений, то мы не рекомендуем сегодня выяснять отношения. Наоборот, старайтесь сегодня проявлять мягкость, и тогда вы увидите, что и люди к вам будут относиться по-другому. Что же касательно зачатия, то сегодняшний день вполне подходит для зачатия. А вот физические нагрузки мы сегодня рекомендуем на все 100%. Они обязательно вам помогут. Что же касательно домашних дел, в этот день хорошо делать все, что связано с чистотой. Как мы уже сказали, это и вытирать пыль, мыть полы, мыть посуду. Вы старайтесь это делать все тщательно и с любовью. Что же касательно снов, то к снам сегодня стоит прислушаться. Они, как правило, сбываются, но требуют от вас правильного толкования, потому что в них есть возможная информация для дальнейшего духовного роста. Теперь давайте посмотрим, друзья, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 28 декабря. Итак, друзья, выпала карта, которая звучит следующим образом. Верьте и доверяйте. То есть, если вы оказались в какой-то ситуации, вы не знаете, как на данном этапе в жизни поступить, вы должны верить и доверять себе. И только ваша вера, когда она вот действительно вот окрепнет, и вы будете чувствовать, что это поможет вам в решении тех или иных вопросов, обязательно начинайте действовать. Все зависит только от вас самих, потому что ваша вера, ваша вот внутренний этот стержень, она дает вам возможность вашему телу и вашему разуму высвободить вот эту творческую энергию и помочь вам реализовать и осуществить те или иные ситуации. Также эта карта говорит нам о том, что любая ситуация, в которой вы оказались на данный момент, вы сможете ее разрешить, при этом именно в вашу сторону. Также сегодня нужно вам доверять тем людям, которых вы любите, которых вы цените, а также которых вы спрашиваете. Очень важно в этот день, чтобы вы верили в себя, верили в свои силы. Даже если вам кажется, что вот на данном этапе весь мир против вас, помните о том, что в вашей жизни обязательно все получится, и вы все сделаете. Если вам сегодня сложно, и вы не знаете, как поступить, обязательно обратитесь к высшим силам, обязательно обратитесь к ангелам, к архангелам, и они обязательно вам помогут. Но а молитва, которую мы рекомендуем в этот день прочитать, она, друзья, звучит следующим образом. И Архангел Михаил, пожалуйста, войди в мои сны и забери мои страхи взамен на веру и доверие. Дай мне ощутить силу, мужество и уверенность. Вот эти слова нужно будет обязательно прочитать в тот момент, когда вы будете уже ложиться спать. Также напоминаем, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. И, друзья, мы в начале видео сказали о том, что сегодня, 28 декабря, день изобилия и достатка. Поэтому сегодня проведите одну уникальную практику именно в этот день, в последний четверг этого 2023 года. Итак, что нам, друзья, нужно сделать? Вам нужно взять стакан воды, или вы можете взять какую-то емкость. Но перед тем, как набрать водички, вам нужно открыть кран и сказать на водичку следующие слова. Вода бедности, вода нищеты, утекай. После этого закройте кран, после этого опять откройте кран и наберите водички. Можете набрать полстакана, можете набрать целый стакан. Далее, что мы говорим? Вам нужно нашептать следующие слова. Богатство дай, достаток дай. Я, раба Божья, называйте ваше имя, буду век благодарна во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Вот эту водичку вы можете выпить. Также не забудьте полить цветочки в вашем доме или в вашей квартире. Также вы можете окропить вот этой водичкой вашу входную дверь и, например, в то место, где вы больше всего находитесь. Не надо прямо переливать, а просто буквально, знаете, вот окропить. Этого будет достаточно. Если водичка останется, то в таком случае вы можете оставить в следующий раз, чтобы полить ваши цветочки. Таким образом, вы сможете привлечь вот те мыслимые и немыслимые блага, которые вам нужны в жизни. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 28 декабря. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайк, в комментарии напишите «Я привлекаю изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь», и пусть Вселенная не просто услышит эти слова, но и также вернет вам в троекратном размере. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.